Идея Евразийского союза, евразийства имеет глубокие корни. Еще с 20-х годов Трубецкой, Савицкий об этом говорили. И мы видим развитие евразийского проекта в том, что это является, как и, кстати, об этом пишет и сам Владимир Владимирович Путин в своей статье известной, неким таким промежуточным состоянием к формированию большой Европы. Это крайне важно для нас, потому что сегодня Армения участвует в проекте по восточному партнерству Европы, и мы считаем, что этот момент никак не противоречит, а более того, синергетически усиливает обе эти проекты. То есть европейское партнерство и евразийское партнерство, союз, они очень крайне важны для Армении, потому что, во-первых, я очень бы, как представитель экспертного сообщества, отметил бы гуманитарную сферу. Сегодня, к сожалению, у нас нет образа Евразийского союза пока, у нас нет общего информационного поля. Вот, кстати, вот недавно в Армении мы все помнили, почитали День памяти жертв геноцида, но, к сожалению, в информационной сфере об этом очень скупо осветили вот это событие в информационном поле, вот в том же евразийском пространстве информационном оно все-таки существует. И эти вопросы для нас крайне важны, и я бы хотел особо отметить следующее, что Армения, вступая на путь процесса формирования Евразийского союза, является уникальным ресурсом для этого союза, потому что это не только Армения со своими ресурсами, там столько-то километров пространства, где-то там на Южном Кавказе, это огромный ресурс диаспоры, который мы имеем сегодня. В том же Казахстане, кстати, достаточно сказать, что в России живут около 2,5, 2,2 миллиона армян. То же самое относится и к нашим общинам в Европе, и в Америке, и т.д. т.п. То есть это уникальный ресурс, и мы могли бы стать где-то проводниками этой идеи, не только в Армении, скажем так, если этот проект будет иметь свой положительный имидж, над которым надо очень и очень много работать, потому что тут есть проблемы, мы должны говорить не только о хорошем, и о проблемах тоже должны говорить. И я думаю, что в принципе это очень положительно, потому что, на мой взгляд, пришло время собирать камни. Вот все эти дезинтеграционные процессы, которые после распада СССР произошли, они вроде подошли к какому-то критическому состоянию, и уже пора, в общем-то, как-то начать другие процессы. И в этом плане, конечно, все это мы оцениваем в экспертном сообществе крайне позитивно. Мы считаем, что именно экспертное сообщество имеет большую функцию, несет большие функции на себе по формированию этого пространства. Мы должны организовать и подобные форумы почаще, мы должны организовать площадки для обсуждения этих вопросов, если угодно, журналы, там, не знаю, еще что-то. И чтобы это все выглядело бы хорошо, и на самом деле, чтобы было хорошо. Если говорить о гуманитарном направлении интеграции, то нужно выделить три важнейших составляющих. Первое, на мой взгляд, сейчас самое принципиально важное, это информационная глубина евразийского проекта. Реально нужно признать, что первую партию мы проигрываем, по большому счету. Это касается и России, и Казахстана, и Беларуси, тех стран, которые с интересом следят за ходом реализации интеграционных инициатив Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. До сих пор не очень ясна картина информационной поддержки Таможенного союза, единого экономического пространства, потому что мало спикеров, и в основном идут апелляции к макроэкономическим показателям. Как совершенно правильно отметил господин Байкадамов, интеграция начинает работать тогда, когда каждая семья на своем кармане начинает ощущать ее преимущество. Да, возможно, какое-то время нужно подождать, дождаться, пока пройдет период адаптации национальных экономик, когда появятся новые ресурсы от сложения потенциалов. Но люди хотят видеть привлекательный образ интеграционного проекта. Наш мир конкурентен, и партнеры наши и на Южном Кавказе, и в Центральной Азии, я имею в виду Кыргызстан, Таджикистан, конечно, сейчас испытывают притяжение идеи евразийской интеграции, но это притяжение идеи. Теперь настал момент, когда мы должны показать в средствах массовой информации, через успешные бизнес-истории, то, как на практике работает евразийский экономический проект. Это первая задача. Вторая миссия, на мой взгляд, очень важна, это молодежный трек.
Поколение 20 лет, ребята, которые родились после распада Советского Союза. У них нет опыта советского общежития. Да, есть семейная ностальгия, но они более прагматичные. Они менее привязаны к тем ценностям, которые связывают сидящие здесь в студии, в основном старшее и среднее поколение. И экспертов, и те, кто в основном организует эти форумы, круглые столы, экспертные обсуждения. Молодежная политика в рамках евразийского проекта должна была выделена в отдельное особое направление. И здесь, конечно, и проведение летних школ, и проведение, и создание сетевых молодежных коммуникаций, что тоже, мне кажется, принципиально важным, и размышления о тех перспективах, которые открывает евразийский проект для реализации амбиций молодежной аудитории. Это тоже очень важно. Люди должны понимать, что именно с евразийским проектом может быть связана их будущее, перспектива, их успех. И последнее, третье, это научно-образовательная интеграция. Вот только что мы вместе с Институтом парламентаризма НДП «Нур-Отан» в Павлодаре проводили большой форум, посвященный как раз обсуждению идей создания интеллектуальных центров, пока российско-казахстанских. Это центры сопряжения интеллектуальной элиты России, Казахстана, Белоруссии, но это открытая система. В нее могут входить и те, кто с интересом воспринимает евразийскую идею, и те, кто готов вкладывать свой научный, свой образовательный потенциал в развитие более современных, более адаптированных к интересам нового 21 века идей, связанных с реализацией практического евразийства. И это тоже связано, кстати, с молодежью, потому что интеллектуальные центры должны стать притяжением именно для молодежной аудитории. Павлодарский форум прошел достаточно успешно. Огромное спасибо господину Байкадамову, который тоже направил туда своих представителей. Теперь дело за, как мне кажется, тем, чтобы создавать сеть. Чего? Сеть бизнес-коммуникаций информационных внутри евразийского проекта, сеть молодежных коммуникаций. Я знаю, что уже запущен проект «Евразийский бизнес-мост», он начинает работать после майских праздников. Есть еще 3-4 проекта, которые сейчас в этом направлении работают. Нужна стратегия. Инициативы есть, общественные организации готовы работать, вузы готовы работать. Ну, как говорили про Петра I, народ ждал лидера. Надеемся, что после 7 мая у нас, значит, ситуация изменится кардинальным образом, потому что полноправный один из соавторов идеи евразийства Владимир Путин в нынешнем практическом исполнении, я думаю, что будет придавать не только СНГ приоритетное значение в своей деятельности, но и конкретно реализации евразийского проекта как главной задачей своего нового срока президента. Ну а общество поддержит его, безусловно, так. Приоритеты остаются прежними. Это прежде всего интеграция экономическая, которая дает возможность странам чувствовать уверенно в интеграционном процессе, и людям, которые будут заняты в этом объединительном процессе, людям прежде всего нужно убедиться, насколько это отразится на семейном и личностном уровне, вот эти объединительные процессы. Далее, конечно, уже очевидным становится необходимость гуманитарного объединения на уровне культуры, образования, спорта. И это становится более системным. Я знаю, что есть проекты, которые уже действуют. Хотя бы вот наши хоккейные команды играют в одной континентальной хоккейной лиге. У нас есть ряд образовательных проектов. В Астане есть Российский гуманитарный университет. Также и в России есть те проекты, которые наглядно показывают, насколько это важно. Но в этих приоритетах очень важно отразить не только мнение элит, не только отразить мнение руководителей и политиков, но и мнение простых людей. И вот социологи заявляют о том, что эти мнения не совпадают. Поэтому очень хорошо, что мы сегодня собираемся вот в столицах 3 государств и говорим о этом процессе. И считаем, что нужно интеграции придать привлекательность, нужно, чтобы Евразийский союз был наполнен еще гуманитарным содержанием, чтобы помимо
вот движению к общему рынку мы имели еще возможность объединиться вот к тем метафизическим целям, которые в любой стране существуют. Нам нужно, чтобы статус русского языка, тоже утерянный, к сожалению, за эти годы, был восстановлен. Нам нужно возродить народную дипломатию по старым традициям. Думаю, новое поколение молодых, которые в наших странах выросло, оно не помнит той атмосферы, которая была в той большой стране, и люди среднего, старшего поколения, конечно, это знают. Мне бы хотелось отметить, что, наверное, на сегодняшний день мы столкнулись с уникальной ситуацией и имеем уникальный шанс за последние 20 лет дезинтеграционных процессов, то есть впервые сделать шаг навстречу друг другу и попытаться создать новый формат общения, новый формат взаимодействия, который позволит нам восстановить и утраченные позиции и в экономике, и в человеческом межнациональном взаимодействии, в гуманитарной сфере, в культурной, в образовательной. То есть вот то воодушевление, с которым мы столкнулись при подготовке этого форума, когда мы приглашали гостей, то, как реагировали люди, руководители неправительственных организаций в различных странах постсоветского пространства, вы знаете, на самом деле это воодушевляет. Это воодушевляет, потому что люди моментально откликнулись на наше предложение поучаствовать вот в таком форуме. Общественные организации, они могут пойти гораздо дальше, нежели могут пойти руководители наших государств. Да, вот экономика, политика, все это очень важно. Но я думаю, что если мы начнем и запустим интеграционный формат именно с гуманитарного сотрудничества, именно сотрудничества активных людей, тех людей, которые тянутся друг к другу, которые чувствуют, что что-то утрачено, что-то потеряно, и это необходимо восстановить. Вот взаимодействие на межличностном уровне, оно подтолкнет руководство наших стран к более тесной интеграции и в политическом, и на экономическом уровне. Безусловно, мы попытаемся работать системно. То есть то, что мы собрали сегодня на форум в Ереване общественной организации, во-первых, я хотел бы поблагодарить наших коллег из Армяно-Российского союза общественных организаций. Я думаю, это очень важно, что такой форум проходит не в Москве, а именно в Ереване, что и в очередной раз доказывает интерес, который есть в странах постсоветского пространства к интеграции, к взаимодействию, к поиску новых площадок. То есть люди тянутся друг к другу. А то, что касается экономики, мы тоже попытаемся работать в этой сфере системно. Попытаемся провести здесь же, в Ереване, в рамках 5-й юбилейной выставки «Экспо Раша Армения» первый ереванский бизнес-форум «Евразийский прорыв». Это позволит, с одной стороны, и расширить количество участников данного мероприятия, не ограничиваясь Россией и Арменией. Кстати, в прошлом году Казахстан также был уже представлен. И в рамках этого форума, то есть также поговорить и о привлекательности экономических процессов, экономической интеграции для наших стран. То есть вот то, о чем мы говорим, мы попытаемся работать системно. Мы запускаем этот проект, мы собираемся его развивать, и с учетом того воодушевления, которое мы чувствуем, я думаю, что у нас многое может получиться. Спасибо.